Я хотел бы подчеркнуть то, что мы, как молодежное крыло Жастан, всегда активно сотрудничаем именно со всеми странами, которые открыто хотят с нами работать. И вопрос интеграции, на наш взгляд, стоит он на первом месте. Мы прекрасно понимаем, что если мы хотим развиваться, мы должны ставить вопрос интеграции в первую очередь. И, конечно же, в этом уделить большое внимание современным новым технологиям, это средства массовой информации и, конечно же, наверное, интернет, который очень важен на сегодняшний день. И мы со своей стороны приложим все усилия, которые от нас необходимы, в дальнейшем, чтобы вот у нас идея такая, чтобы вот наши ребята приедут сейчас с Армении, и мы те дискуссионные площадки, которые проходили в рамках данного форума, хотим провести здесь, и чтобы те темы, которые обсуждались там, они обсуждались среди нашей молодежи, среди наших молодых журналистов. Я думаю, это будет интересно всем. То есть мы хотим развивать эту идею дальше у себя здесь. Постепенно нынешняя украинская элита, хотя бы на декларативном уровне, пытается выйти на некий прообраз возможной евразийской интеграции. Вот уже на позавчерашней встрече президентов России и Украины Виктор Янукович попросился, чтобы Украину приняли в качестве страны-наблюдателя в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это уже может быть один из таких первых маленьких шажков. Но, конечно, если говорить по большому счету, самая главная проблема – это пока непонятная мотивационная база евразийской интеграции для Украины. Как для украинских элит, так и для простых граждан. И как только эта мотивационная база появится, смогут донести это не только до, соответственно, президента и власти, но и для простых граждан, которым будут некие бонусы в случае евразийской интеграции, то, очевидно, этот проект пойдет гораздо быстрее. Безусловно, евразийский проект, глядя из Киева, воспринимается в качестве возможного проекта будущего в средней и долгосрочной перспективе, потому что, как уважаемые коллеги в Москве говорили, на сегодняшний момент эта евразийская структура, она еще не воспринимается всеми, может быть, так, как она должна была восприниматься, поэтому это, безусловно, дело молодежи, дело молодых журналистов, молодых политиков пытаться сконструировать этот новую евразийскую структуру. Безусловно, Евразийский союз, который мы имеем в виду, и о котором говорил президент России в своих неоднократных выступлениях, он будет неполным, мягко говоря, без Украины. Без этих ворот на Запад, и определенные шаги, может быть, даже кардинальные в этой связи на Украине ожидаются, особенно сейчас, когда здесь идет активная парламентская кампания, через 2 месяца, напомню, состоятся выборы в Верховную Раду Украины, и тематика возможной евразийской интеграции, она может быть использована различными политическими силами сейчас. Задача, конечно, у формирующейся Евразийской информационной лиги, у других структур, которые будут работать над этой генерацией смыслов, новых смыслов совместного существования в рамках Евразийского союза, у них будет достаточно много. И эти задачи будут достаточно сложные. И в том, что касается СМИ, это, наверное, будет особенно сложные проблемы и особенно сложные вызовы будут стоять, потому что ни для кого не секрет, что, с одной стороны, евразийская идея и идеология, она находится пока что в стадии формирования. Пока еще не все ориентиры ясны, не все конечные цели, как говорится, определены, да, вот от этого совместного движения. И с другой стороны, ни для кого не секрет, что инерция эта центробежная, которая, значит, господствовала на протяжении, по крайней мере, 90-х годов, да и в значительной степени в последующий период, она имеет достаточно глубокие корни, и есть множество факторов, которые будут работать, и они уже работают, на, так сказать, разделение, на конфликтность,
К этим опасностям нужно быть готовым, и к этим вызовам нужно быть готовым. На примере Армении, в частности, где мне достаточно регулярно приходится бывать, это видно достаточно четко, когда порой даже самые, казалось бы, события, не связанные ни с армяно-российскими отношениями, ни даже с тем, что происходит на пространстве СНГ, скажем, события на Ближнем Востоке, они интерпретируются рядом, так сказать, назовем их ангажированных СМИ, значит, в конфликтном русле. Конечно, здесь очень много предстоит задач решить и молодым журналистам, и предстоит в дальнейшем осваивать и такой эффективный инструмент, как социальные сети, потому что сетевая организация информационного пространства, она, конечно, чем дальше, тем больше будет влиять на умонастроение. Вот. Что касается вообще отношения молодежи, то это, конечно, очень важно, потому что молодое поколение, оно практически вот первое поколение, которое не имеет опыта совместного существования в рамках единого государства, Советского Союза. Им еще нужно доказать, что евразийская идея имеет будущее и имеет более перспективное будущее по сравнению, скажем, с западной интеграционной идеей, которая по-прежнему сохраняет привлекательность. Но, честно говоря, я думаю, что по ходу, так сказать, дальнейших процессов, в том числе и на Западе, которые будут сопровождаться там экономическими кризисами, ростом ксенофобии, отдельные позитивные грани западного интеграционного проекта будут несколько гаснуть, несколько блекнуть. И на этом фоне евразийский интеграционный процесс, если он будет качественно, так сказать, и системно сформулирован на всех уровнях, и на уровне, скажем, создания экономических цепочек, и на уровне взаимодействия гражданского общества, и на бытовом уровне, где очень большое значение имеет фактор межнациональных отношений. Если все это будет действительно хорошо и системно проработано, тогда, конечно, евразийскому интеграционному проекту не будет альтернативы. Главный вопрос повестки дня для евразийского проекта – это выработка идеологии. Сейчас эта идеология не артикулирована, есть только в самом общем таком черне она прописана. И у меня есть большие сомнения в том, что политические элиты, которые сейчас выступили инициаторами нового этапа евразийской интеграции, они будут акцентировать свое внимание именно на выработке общей идеологии, общих смыслов. Почему? Потому что старшее и среднее поколение, ну, надо это признать, что мы, в общем-то, к нему относимся, это прежде всего те, кто слово «идеология» для нас имеет сугубо отрицательный смысл. Как нечто, что навязано, как нечто, что не является предметом моего личного выбора, а, ну, скажем, артикулировано кем-то извне, неважно, там, со стороны, допустим, государства. Молодежь, и это особенно видно по работе молодежных объединений евразийских и в Казахстане, и в России, она свободна от этих стереотипов. Оно не рассматривает сам термин идеология как с каким-то отрицательным смыслом. Для них идеология – это определение простого вопроса. Зачем мне это нужно? Зачем я это буду делать? И вот эта пассионарность в хорошем смысле этого слова и стремление к диалогу, стремление узнавать и открывать для себя какие-то новые грани коммуникации, в том числе со своими сверстниками из других стран, это и есть тот мощный фундамент, та платформа, на которой можно будет выстраивать евразийский проект не сверху вниз, а наоборот снизу вверх. Что, как мне кажется, является, ну, наверное, залогом успешности реализации этой интеграционной инициативы. Нельзя допустить того, чтобы евразийский проект свелся к цепочке бюрократических инициатив. Пусть даже они в экономическом плане будут успешны, велика вероятность того, что выйти на полноценный Евразийский союз без поддержки, без превращения евразийской интеграции в общественный проект мы не сумеем. А сердцевина этого общественного проекта должна быть именно взвешенная и вдумчивая молодежная политика. Нужно переходить от слов к делу. Для молодежи очень важно пройти достаточно быстрый период обсуждения к выработке конкретных решений и трансформации этих решений в реально практические дела. Например, я думаю, что было бы интересно сформировать такое сообщество, что-то вроде молодежный евразийский бизнес-мост. Те молодые предприниматели, которые занимаются там малым и средним бизнесом в России, Казахстане, Беларуси, должны создать собственную структуру, общественную организацию, которая бы создавала информационные, правовые, иные условия для успешного функционирования такого рода проектов. Вот как один из вариантов. Есть вот такой ресурс Евразийский бизнес-мост, но он занимается в основном продвижением там более крупных компаний. А сделать то же самое, но уже с учетом на молодежную аудиторию. Возможность реализовать себя и
когда человек понимает, что он реализовал себя и получил, заработал какие-то деньги именно в нише евразийского проекта, вот вам лучшая поддержка, форма общественной поддержки евразийских инициатив. То же самое, мне кажется, касается евразийских медиа. Вот этот период патронирования нужно перевести в формат, когда будут созданы условия благоприятствования для, допустим, профильных молодежных СМИ. И причем не отдельно, а сепаратно Россия, Казахстан, Беларусь, Армения. А подумать, ну, например, молодежная евразийская социальная сеть. Или сеть молодежных НПО Евразии. То есть вот такие проекты, которые на самом деле они уже в стадии такой экспертной разработки давным-давно находятся, чем быстрее они будут переводиться в плоскость практических решений и реальных действий, тем больше вера у молодежи будет в то, что евразийская интеграция — это не красивая идея, которую там дяди придумали под выборы, а что это реально шаг в их собственное будущее, успешное, стабильное, устойчивое.